турецкая кухня очень богатая, но вот из супов запоминаются два: томатный и чечевичный. Если вы побывали в Турции или хотя бы один раз были в каком-либо турецком кафе, я уверен, что вы точно так же, как и я, любите чечевичный суп. Продукты для этого супа берутся самые простые. На стакан чечевицы литр воды, 1 головка лука, 1 морковка, соль, перец, пару самых простых специй, немножко муки, немножко томатной пасты. Я сегодня взял 2 стакана чечевицы и решил заменить морковку вот этой тыковкой. И, конечно же, масло. Все вообще должно начинаться с хорошего масла. 2 стакана чечевицы, значит 2 столовые ложки растительного масла. Лук порезать здесь не обязательно резать слишком мелко, потому что суп все равно в итоге будет суп-пюре. Тыковку порежем кубиками. Семечки уберем обыкновенной ложкой. Луком запахло. Посмотрим. О, хороший лук. Жарим мы его в этот раз не до красного цвета и даже не до золотистого. Но вот я прибавляю немножко куркумы. Знаю, что не все люди в Турции ее добавляют, но я готовлю всегда чуть по-своему. И я очень хорошо понимаю, что если в какой-то еде есть жареный лук, то лучше куркуму туда добавить. Но помимо куркумы, на 2 головки лука 2 столовые ложки обыкновенной муки. Часто люди меня спрашивают, сколько минут делать то, сколько минут делать это. Не готовят на кухне с секундомером. Лук с мукой надо обжаривать до тех пор, пока не появится запах орехов. Это ведь так просто. Если бы мы готовили не с тыквой, а с морковью, то, может быть, стоило бы порезать несколько мельче. Но для мягкой и податливой тыквы и так пойдет. Я знаю, что некоторые повара в Турции добавляют перец и специи уже в финале. Я считаю, что это не совсем правильно. Вот пол чайной ложечки зиры лучше бы насыпать сейчас. И пол чайной ложечки перца тоже лучше насыпать именно сейчас. Для того, чтобы эти специи в масло окунулись. Ох, какой запах сразу пошел. И вот раз такой запах хороший, надо добавить немного томатной пасты. Я думаю, что примерно половину столовой ложки достаточно. Возможно, что в Турции повара положили бы больше, но мне не нравится, когда еда слишком кислая. В Турции продают особую пасту. Томатная паста, которая смешана с перцовой пастой. У нас такой нет. Ну и что? Положу чайную ложку аджики. А что думаете, получится не то же самое? Но лук, морковь или тыква, специи, все это не главный продукт. Суп называется чечевичный. Поэтому главный продукт в этом супе именно чечевица. Но любую, даже самую чистую чечевицу, несмотря на то, что здесь нет ни соринки, все равно надо промыть. Вот они, 2 стакана отлично промытой чечевицы. Всыпаем. Некоторые, как только всыпали чечевицу, так тут же водой и заливают. А я предпочитаю немножко ее обжарить. Вот теперь вода. Ровно 2 литра. Не запутаешься. Конечно, можно было бы вместо воды взять или бараний бульон, или говяжий бульон. Можно приготовить и на воде. Будет чуть полегче. Можно сказать так, летний суп. Суп понемножку закипает и пена поднимается. Многие считают, ну вот раз это суп-пюре, то чего его, собственно говоря, там пену снимать? Нет, надо снимать. Мы же для себя готовим. Теперь можно убавить нагрев и накрыть крышкой. Пусть покипит минут 10-15. Я думаю, что навряд ли понадобится 20. Эта чечевица хорошая. Быстро будет готова. Ну-ка, так он уже готов. Слушайте, я сказал вам 15 минут, 10 минут прошло. Чечевица готова. Разварена. Посмотрите. Теперь вот понадобится блендер. Вот теперь без блендера никак. Превращаем наш суп в суп-пюре. Вот и все. Раз, и готово. Да, я забыл вам сказать, что супы-пюре обязательно пробуют после того, как они уже пюрированы. То есть вот готовые практически. Соль-то не клали. Посолить надо. По жгучести хорошо. По аромату насчет зиры хорошо. А вот кислинки я бы немножко добавил. Некоторые повара, я видел, добавляют уксус. Мне эта идея не нравится. Все равно этот суп потом подают с долькой лимона. Так положено, так принято. Так почему бы сразу его не приправить именно лимонным соком?
Добавили половину, попробовали, добавили еще немножко при необходимости. Ведь суп-пюре, если чего-то сейчас добавишь лишнего, потом уже не уберешь. Можно даже и не пробовать, знаю заранее, что будет хорошо. Но если кто пробовал такой суп в каких-либо турецких кафе или ресторанах, видели, что этот суп украшают капельками чего-то красного. Знаете, что это такое? Перец, обыкновенный перец. Может быть, смесь паприки и жгучего перца. Немного масла, вот буквально ложка, 1,5 столовой ложки. И это масло надо очень хорошо нагреть. Это типичный турецкий прием. Вот я сейчас беру немного паприки. Я беру немного аджики. И обжариваю их вместе. Те приправы, те ингредиенты, вкус которых турки хотят выделить особо, добавляются в последнюю очередь, но добавляются вот не напрямую в кастрюлю, а в разогретое масло. И этим маслом потом уже поливают готовый суп. Может быть, из вас кто-то не видел, но в прошлом году я показывал отличный йогуртовый турецкий суп. Вы посмотрите его. Он приправляется точно так же, только мятой. Вот и все, готова приправа. Перельем ее в соусник. Вы попробуйте так чеснок в борщ добавлять через масло. Осталось по дольке лимона на каждого едока порезать. И, пожалуй, что можно подавать. Посмотрите, какая скатерть турецкая, вышитая символами Турции, тюльпанами. Это супница, а это косушки для каждого человека отдельные. Ни одной повторяющейся. Без зелени и хлеба в Турции за стол не садятся. Но хлеб я приготовил в виде тостов. И приправы, которые полагаются к супу. Перечная и долька лимона на каждого едока. А кому-то, может быть, и 2 достанется. Посмотрите, половник какой. Разве таким не будет вкуснее? Конечно, будет. Отличный суп. В меру густой, наваристый, ароматный. Все, как я люблю. Это пускай стоит на столе про запас. Ну, а теперь уже в косушечке порционные. Несколько капель перца с маслом. И уж если для себя, то я обязательно приправлю лимоном. Дорогие друзья, для того, чтобы не пропустить ни одного интересного рецепта, подписывайтесь на наш канал. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Видите, сколько интересных рецептов вы, возможно, пропустили. Ставьте лайки, не забывайте рассказывать о нас своим друзьям. А сейчас я вам хочу сказать: Хош гельдин, добро пожаловать. Афиет олсун, приятного аппетита.